Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас мы будем с вами регулировать подшипник заднего колеса, ступиц заднего колеса Таврия. Для этого сразу же сбиваем колпачок наш. Я уже его предварительно сбил, вот так ключиком нормально сбивается. Откручиваем гайку. Обе гайки с правой резьбы, поэтому на любой стороне берем и крутим. Тупо резьба правая. Гаечка подходит жигулевская. Меняем гайку для того, чтобы регулировка у нас была более точной. Потому как нам придется потом новую гайку заклепывать. Посадочное усилие составляет 2,6 килограмма. Делаем как обычное колесо жигулевское, любое. Затягиваем на 2,6 килограмма. Кстати, большое усилие. И проворачиваем колесо в одну сторону, в другую. Отпускаем. Повторяем затяжку. То же самое. 2,6 посадочное усилие. Кстати, не это самое, не будет гудеть. Повторяем эту операцию еще пару раз. Все, 2,6 посадочное мы сделали. Провернули, колесо крутится нормально. Отпускаем и делаем установочное усилие. Установочное усилие 9,1 килограмм. Да, 9,8. Ну, короче, 1 килограмм делаем. Опять проворачиваем в одну сторону, в другую сторону. Отпускаем. Единичку делаем. Проворачиваем. И сейчас будем отпустить. Надо обязательно отпустить гайку на 25 градусов. Отпускаем гайку. При этом люфт на колесе не должен превышать 0,13. Ну, 0,13 это достаточно такой небольшой люфт, скажем так. 25 градусов это полграни. Ну, грубо говоря, вот грань у нас, да? И отмечаем себе так в голове. Вот это будет половина грани. Вот этот угол сюда должен прийти. Вот шишечки. Некоторые тут сравнивают грани с шишечками. Отпускаем, проворачиваем и смотрим на люфт. Вот у нас сейчас появился, ну, как раз люфт где-то в районе единички есть сейчас. Люфт смотрим сверху и снизу. Колесо берем и начинаем его телепать. Проворачиваем колесо. Гула нету. Почти. Но стало лучше, чем было до регулировки. Все. Теперь самое главное, не забываем закернить. Если не закернить, оно открутится. То же самое. Берем ключик какой-нибудь типа КН-13. Он не рвет тогда нормального диаметра. Толщины начинаем. И начинаем кернить гайку. Все, после того, как мы закернили гайку, можно проверили люфт при этом. Можно смело одевать колпачок, не забыв его набить литом. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты.